Вам нравится жизнь? Никому не надоело что-то делать всю жизнь? Прикиньте, всю жизнь надо что-то делать. С ума сойти. Пока не умрешь. Каждый ебаный день. Вставать и такой, ну, погнали. 400 дел у меня сегодня. Мыться надо каждый день. Каждый. Чистить зубы надо 2 раза в день. Я заметил, что каждый раз, когда я чищу верх, я думаю, бля, еще ж низ надо чистить. Еще этот ебаный низ, всегда стою, думаю об этом. Убираться дома всю жизнь, мыть эту посуду блядскую раза 3 в день, больше, чем зубы даже на 1 раз. Покупать еду, готовить ее, ну, чтоб пораньше не умереть. Ну, чтоб побольше помыться, чтоб как следует помыться в этой замечательной жизни. Еще ж есть люди, которые спортом занимаются. Прикиньте. Добровольно. Ты поднял что-то тяжелое, тебе об этом даже никто не просил? Фига себе. Что-то ходят по залу такие. 80 килограмм. Ты дурак? Потом идут платить деньги за это. А потом идут мыться, блядь, 2-й раз. 2-й раз за день, прикиньте. Какая крутая штука жизнь. Потом Дудя этого блядского смотреть же еще надо. Сколько можно уже? Обязательно? 1,5 часа про ВИЧ. Заебись, отдохну после работы. То, что нужно, Юр. Что там сегодня? Колыма? 3 часа? Ты знаешь, я примерно и хотел сегодня что-то про Колыму, и чтобы это длилось в идеале около 3 часов. Ногти еще надо не забыть подстричь, да? Ногти. Как будто мне дел мало. Чего они растут? Мне они нахуй не надо, честно говоря. Эволюция, я не рысь уже стопудово. Все, отъебись ты от меня. Я не пользуюсь ногтями вообще. Что ты мне суешь эти ногти? На, Ванечка, подстриги 20 штук. Какой-то хуеты. Раз в 3 дня, займись. Один я, кстати, ногти на ногах на похер стригу. Что-то там 3 подстриг, 2 оставил. Думаешь, что? Через пару лет вернусь, если сильно надо будет. Пока как у Росомахи не будет выходить. Еще заметили, что на ноге, на мизинце можно весь ноготь состричь? Замечали? У меня много про ногти, если что будет. Да, вы настраивайтесь. У меня полконцерта про ногти. Я там много чего заметил. Бриться надо всю жизнь, офигеть. В плане бритья я, честно говоря, так рад, что я парень, что мне главное лицо, по сути, побрить. Девушкам же нужно, ну, всей полностью бриться. На месте девушек я бы просто раз в неделю на 3 секунды в огонь бы заходил. Ну, чтобы их обсмолило к хуям всех, как свиней. Да-да-да. И запах прикольный как раз вообще. Да. Как они еще бреются? Что-то лазеры. Вы ебанули, что ли? Какие лазеры? Это же «Звездные войны». Бластеры у вас там, наверное, есть еще. Стричься всю жизнь надо. Офигеть. Меня так удивляет, что оказывается, что девушки тоже стригутся. Парни, вы знали? Ну, что-то приходят, они говорят, я подстриглась. Ты смотришь, как было дохуя волос. Так в целом все еще дохуя волос. Вроде даже чуть больше стало. Ну, быть женским парикмахером, наверное, вообще самая легкая работа в этом мире. Что-то приходит баба, садится, ты сразу такой, все! Она такая, заебись, держи, 13 500. Я подстриглась. Да. Я когда перестал жить с родителями, оказалось, что еще и стирать одежду надо, прикиньте. Откуда я не ждал, беда пришла. Воняет одежда, прикиньте.
Я подходил к стиралке, видел каких-то там 7 тумблеров, 5 кнопок. Я подумал, мы летим куда-то, я не понимаю, что это за аппарат. Я увидел, что там есть бережный режим. Я подумал, стиралка. Может, мы во всех режимах будем как-то бережно стирать. Не надо там пиздить мою одежду в остальных режимах. Что ты за изверг, стиралка? Глажку я отмел нахуй. Да. Если что-то можно убрать из этой ебучей жизни, Глажка первый претендент, я считаю. Вообще прям торчит, я бы даже сказал. У меня есть знакомая, которая гладит постельное белье. Я у нее спрашивал, зачем, она говорит, так лучше спится. Ну так это потому, что ты заебанная. Конечно. Хочешь, приходи, полы мой, меня вообще занимайся своим сном, сколько хочешь, я тебе ключи могу оставить. Да, с мусора еще сильно офигеваю, что-то выкидываешь один огрызок, херакс, 3 пакета стоит уже. Откуда этот мусор успевает взяться? Каждый день 3 пакета, я вообще ничего не выкидываю. Но единственное, что мне нравится, это когда я иду выбрасывать эти пакеты в ящики, заставать момент, когда эти ящики грузят в машину, и мужик такой, типа, кидай сюда сразу. И я такой, заебись, мусор успел на поезд. Какое-то приятное ощущение. Я довольно домой иду всегда. Да, и помимо всего этого же еще работать надо в жизни. Прикиньте? Как будто я с ногтями отдыхал, блядь, только что дома. Еще, кроме всего этого, и на работу идти. Я недавно в интернете наткнулся на новость, что состояние первого места в списке Forbes Джеффа Безоса достигло состояния 180 миллиардов долларов. Я подумал, может, хватит тебе уже? Ну, то есть ты недавно сидел на работе, спрашиваешь у секретарши, типа, сколько у меня денег? Она такая, у вас 180 миллиардов долларов, и ты такой... Продолжаем работать. Желаю всем продуктивного дня. Просто у всех же есть какая-то сумма денег в голове, которая, если у тебя была бы, ты бы больше не работал. И эта сумма, как правило, не больше 180 миллиардов долларов. Ну, в пределах 180 миллиардов. Никто не думает, вот было бы у меня хотя бы 180 миллиардов долларов, накупил бы квартир и все б сдавал. Да. Все 6 миллионов квартир, все выложил бы на ЦИАН, кидали бы мне на Сбер 1 числа, бабусики мои, жил бы припеваючи, имея только 180 миллиардов долларов. Ну, это же это у одного человека. Вы можете себе представить? 180 миллиардов долларов – это когда ты покупаешь машину, квартиру, загородный дом, строишь детскую лечебницу, и у тебя до сих пор 180 миллиардов долларов. Прикиньте? Лежат. Это ты можешь просто идти по улице, дать кому-то 20 миллиардов, и он вместе с тобой в списке Forbes. Вот такой приколы можно, конечно, знатные мочить. Это же, да, это же 14 триллионов рублей. Кто-нибудь слышал слово «триллион» не в детском саду? Мне сейчас вот 27 лет, я понятия не имею, что там после триллиона. Пизделион там или что? Никогда не интересовался даже, честно говоря. Ну, это же 12 нулей, прикиньте? Или, ну, ты когда идешь, видишь, что косарь валяется, у тебя голова кружится. А тут еще 9 нулей. Мне, честно говоря, не нужны прям 180 миллиардов долларов. Я недавно понял свою финансовую цель на жизнь. И моя финансовая цель заключается в том, чтобы у меня была ровно та сумма денег, которой будет достаточно, чтобы не быть подписанным на паблике типа «Бесплатная Москва». Ну, чтобы не быть этим типом, который так, в центре Масленицы. Дегустируем сыр на белорусской станции метро. Неделька забита. Просто дайте не быть таким человеком. Вот эти, которые, опа, билеты до Парижа 4 евро. Правда, пересадка 26 дней. Ну, ничего страшного. Абсолютно ничего страшного. Как раз Новосибирск посмотрю как следует. Ужас. Работать, мыться. Еще же надо за квартиру платить, аренду. Задолбало уже. Похлопайте, кто снимает квартиру. Вы снимаете? Ужас.
Согласитесь, как будто ни за что платим. Мне такое ощущение. Мне так не нравится. Я 5 лет снимал с друзьями, мы скидывались там на 3, на 4. Вот недавно мы все разъехались, я начал снимать один. И проблема в том, что 10 числа каждого месяца наступает день, когда я должен зайти в Сбербанк онлайн и скинуть 100 тысяч какой-то пизде. Бесплатно. А она ж сидит где-то у себя там, правильно? Ей приходит смс-ка, что ей зачислено 100 тысяч, и она такая: заебись. Мне опять пришло 100 тысяч из-за смертей родственников в центре города. Ебучее московское наследство, как оно задолбало. Ну, умерла у тебя мать, и квартира твоя. А чё не моя? Никогда не понял. Что за правила? Просто проходит 2 дня, она говорит: Иван, скиньте показания счетчиков. Я фотку отправляю, она говорит: Иван, с вас еще в этом месяце 3000 за коммуналку. Я всегда думаю, так в этих же 100 тысячах там было внутри 3000. Просто возьми оттуда 3000, у тебя останется 97 тысяч. Купи себе что-нибудь. Да, пришло время раскулачивать этих пидорасов уже давно, я считаю. Я просто еще в Москве кофе за 300 рублей покупаю. Ну, 300 рублей за кофе, не за кокаин, блядь, а фе на конце вместо каин. И когда я кому-то жалуюсь на это, мне говорят: Вань, это все за сервис, это за эти имена на стаканчике. Если это как-то сэкономит моих 200 рублей, можете писать на стаканчике «пидорас». Говорите: капучино для гондона. Я подойду, заберу, ничего страшного. Еще за хату платить. И говорят, что кофе бодрит. Конечно, бодрит. Я проебал 300 рублей. Конечно, взбодришься. Такие вещи бодрят. В целом можно просто приходить, класть 300 рублей и такой: ух, пойду поработаю чуть. Да. Потом же надо еще в жизни с людьми разговаривать. Вас не напрягает? Знаете эти другие люди, вот эти, которые не ты, вот эти все остальные? Эти пидорасы все, которые так напрягают. Меня так... В целом, если подумать, моя жизнь, если посмотреть на нее там свысока в разрезе, то, по сути, я просто каждый день что-то просыпаюсь, чищу зубы, ем овсянку или гречку, тут уж как решу. Ну, есть вариативность. Потом, получается, куда-то иду, там с кем-то вижусь, он мне что-то говорит, и я такой: ну да. Потом я что-то говорю, он такой: да. Если нет, говорит, почему нет. Я такой: ну, в целом, да, уже лет 25 так продолжается. Вас не раздражает знакомиться с новыми людьми, когда нужно с нуля разбираться, долбоеб он или нет? Все это заново. Ты, значит, Андрюха. Класс. Больше всего напрягают эти тусовки, вечеринки, где очень много незнакомых людей, когда нужно постоянно с кем-то стоять, говорить, когда начинается эта тема типа: а ты какого года рождения, Вань? 93-го. Ой, я 93-го. А ты какой месяц? Июль. Ой, я август. О, так ты старше, получается. Да ёб твою мать. Здорово-то как. И Андрюхи этого на месяц, оказывается, старше. Еще ж всегда нужно правильно заканчивать диалоги с людьми, правильно? Нельзя в конце просто сказать: конец. Это конец. Я пошел вон туда. Нет, нужно что-то стоять, придумывать какой-то финал разговора, говорить что-то типа: так и живем. Что-то живем, как собаки в скотобойне. Да? Еще же английский этот ебучий надо учить. Вас не напрягает, что надо... Да, еще и английский надо знать сейчас. Похлопайте, кто выучил английский, кстати. Похлопайте. Достаточно много людей у вас. Cool, скажем так. Ну, это заготовка. Все равно здесь в большинстве моя аудитория тоже ебал в рот этот английский. Да. Ой, спасибо. Пиздец, долбоебы мы с вами, конечно, все. Зачем этот основной язык вообще? Я пытался выучить английский, если я не ошибаюсь, раз 20 в жизни. Реально. Я прям каждый раз садился такой: ща выучу. Весь язык вот сейчас выучу. Всегда бросал где-то через неделю, через 2.
Зато теперь я ебать как знаю present simple. Свободное общение на present simple. Мне недавно мой последний репетитор говорил: Вань, давай я тебя немножечко погоняю по present simple. Я думал, может, я тебя погоняю по present simple. Я и есть present simple, уже стоит перед вами. Ну и present continuous, не буду таить. Кое-что знаю. Не буду прибедняться. Если на улице подойдет иностранка и спросит, как пройти на Красную площадь, я скажу, к сожалению, не могу помочь, но если вас интересует, что я делаю в настоящий момент, то I'm talking right now. Вообще напрягают люди, которые как-то выучили английский. У меня есть друг, который прям усердно его учит. Он хочет переехать жить в Англию, и он носит с собой специальные такие карточки, где с одной стороны русское слово, с другой английское. И я недавно увидел у него эти карточки, говорю, давай проверим мои знания. И он достает случайную карточку и говорит: торговец с кабинными изделиями. Я подумал, так может ты уже езжай? Я думаю, можно ехать вполне уже. С кабинными, я на русском понятия не имею, как будет с кабинными. А у тебя торговец с кабинными изделиями? Ты английский с конца начал учить, я не понимаю, это ж последнее слово должно быть официально в языке. Кстати, где конец этого ебучего английского? Учишь, конца края нету. Ну, будет такое, что я буду заниматься, и в один момент репетитор такой: я больше нихуя не знаю. Ты меня полностью прошел. У меня сейчас мечта специально 45 лет заниматься с одним и тем же репетитором. Чтобы когда он будет по 70, мы сидели, молчали, он такой: а тумбочка знаешь, как будет по-английски? Домашку репетитор еще задавал, прикиньте. И я всегда думал, домашку в 25 опять? Иди ты в пизду, буду делать я домашку. Ты с ума сошел? Времена поменялись. Больше никакой домашки я в жизни делать не буду. Я тебе плачу 2000 в час, я тебе должен задавать домашку. Должно начинаться занятие такое: что, выяснил, какой соус в Макдональдсе самый прикольный? Занимайся вопросиком. Кстати, репетиторам, я считаю, вообще не стоит доверять. Это ж как с платными врачами. Такая же система. Чем больше ты к ним ходишь, тем им, по сути, выгодней. Поэтому все, что не говорят, лично я всегда ставлю под сомнение. Ну, всегда как-то подозреваю их во всем. Он там что-то говорит, типа формы глагола come, came, come. И я такой, ну да. Типа сначала было come, потом стало came, а потом, блядь, снова come. Братан, порепетируй сначала чуть-чуть хотя бы. Слово третье придумай какое-нибудь. Не на дурака напал. Я, честно говоря, сейчас уже подумываю нанять второго репетитора, чтобы проверять первого. Да, пора уже вывести эту шарашкину контору на чистую воду, чтобы рядом со мной сидел еще один какой-то мужик. Репетитор говорил go, went, gun, и тот такой: gun — это пушка, стирай нахуй все это. Да, английский. Сколько времен в этом сраном английском? Там же 12 или 16 времен. В английском же невозможно просто сходить поссать. Там нужно знать время, в которое ты идешь ссать. Как долго ты будешь ссать? Что думает твоя мать в прошлом о том, что ты идешь ссать в будущем? Ты планируешь завершать ссать? Или это будет бесконечное по продолжительности ссанье с твоей стороны? Может, ты параллельно срать вздумал с тем, как ссать? Мне кажется, я так плохо знаю английский, потому что у нас в школе его в целом достаточно плохо преподавали. Я не знаю, как у вас. У нас училка заходила в класс, здоровалась, мы говорили good morning, dear teacher, и дальше все на русском было. Вообще абсолютно все. Она там что-то пару раз пыталась сказать, никто ни хера не понимал. Она такая: ладно, рассказывала, что на рынок вчера ходила, что-то там. И мы весь урок дровишки подбрасывали, типа: а чё купили? Я обожали английский, помню.
История была еще у меня связана с английским, кстати. Я в 7 классе очень активно играл в Counter-Strike, и там есть такая популярная карта Nuke. Nuke. И как-то на уроке английского я решил спросить у учительницы, как переводится слово «нюк», просто ради интереса. Спрашиваю, она говорит «крючок». Крючок. И вот прошло 15 лет, я недавно в Google переводчике ввожу слово «нюк», и «нюк» переводится «ядерное оружие». Можете себе представить? И только ядерное оружие. Не было, что я ввожу, там что-то ядерное оружие, яблоко, крючок. Не. Один перевод у слова вообще, что вообще редко бывает такое. Хук, крючок. А она такая, да похуй. Хук, нюк. Какая разница? Кто меня проверит? Интернета нет все равно ни у кого уже. Как дура буду стоять, что ли? Ну, частично я ее понимаю, она же не хотела глупо выглядеть, по сути. Чтобы потом на каком-нибудь экзамене она не спросила у меня, типа, Вань, как переводится Destiny? И я такой, не знаю, как и ты, пронюк. Я что-то не знаю, ты что-то не знаешь. Мы все знать должны. Просто я 15 лет, как долбоеб, по карте бегаю, думаю, это крючок, чудо. Заходим на крючок. 15 лет так думал. А кругом одно ядерное оружие на карте было вообще. Ни одного крючка не видел за все время. И у нас скоро будет вечер встреч выпускников, где мы пересекаемся в школе с нашими бывшими одноклассниками, учителями. И я думаю, выловить их где-нибудь там в коридоре, зажать, затеять какой-нибудь разговор, ну, к примеру, там о рыбалке, допустим. И такой, типа, ну да, недавно закинул удочку, и рыбка начала клювать за нюк. Она такая, да. Я такой, что, да? За ядерную боеголовку, блядь, начала клювать рыбка. Так мы рыбачим. Ах ты пизда старая. Ах ты старая, ты ебаная, ты пизда. Пиздень ты старая. Прикиньте, так доебаться к 90-летней училке. Знаю. Мне, честно говоря, еще больше нравится представлять, если она тогда вообще не от слова «хук» отталкивалась. Если там просто такая «нюк», «круг». Походу, крюк очень похоже на крюк. Возможно, люк еще, правда, но это уже риск. Миллиард я способов использовал, как выучить английский. Мне даже советовали, что можно поменять язык в телефоне, ну, чтобы он типа постоянно мелькал. И я менял, а через месяц, когда я вернул язык обратно на русский, я был самым счастливым человеком на свете. Потому что весь этот месяц я хотел посмотреть, какой сегодня день. Брал телефон и такой Tuesday. Так, погнали. Monday. Thursday, Wednesday, Thursday. Ну, будем надеяться, на Tuesday у меня дел особо и не было никаких. Подожду Monday. Monday – самый продуктивный день. Слава богу, что мы хотя бы английский учили, потому что у нас полкласса немецкий учил, и мы на них как на долбоебов смотрели. Что-то идешь на английский, они там что-то eins, zwei, drei, ты такой, о, удачи. Запишитесь на курсы английского после школы. Да? Вообще, так здорово хотя бы русский знать, правда? По умолчанию просто так. Я так рад, что я знаю русский, потому что так бы я хер бы брался за русский, честно говоря. Слишком сложный язык для второго языка. Прикиньте, в русском есть рода есть в языке. То есть иностранцы садятся учить и такие, так, голова – женский род, нос – мужской род, ухо – средний род. И это вообще никак не обосновано. Что нам нужно сделать? Ну просто возьмите, выучите все слова. Смотрите только внимательно, там окончания абсолютно всегда разные будут, в зависимости от падежа, склонения и времени. Но я думаю, разберетесь как-нибудь. 8 миллиардов окончаний, если что, у каждого слова. Двойные отрицания еще напрягают, конечно, сильно в русском. Ну, у всех же было, когда ты читаешь книжку, и там начинается что-то типа «это не было бы неправильно не сказать «нет» в не той ситуации». И ты такой «можете мне в конце в скобке написать «да» или «нет» по итогу, чтобы я как придурок в голове эти «нет» не зачеркивал?»
2 нет, это супер да. 2 супер да, экстра ультра да. Запятые в русском достали уже, что ни слова надо запятую ставить. Я уже лет 5 их не ставлю, пошли не нахуй, я запятые. Ну, сука, можно жизнь не портить. Ну, помните, в английском же даже не было никогда такой темы урока, как пунктуация. Они просто такие, ну, да разберешься, ты долбоеб, что ли? Ну, хочешь поставить? Если это какой-то принципиальный момент для тебя, не еби мозги просто и все. Слова еще какого хера за нас все попридумывали в языке. Никогда по накурке не думали, какого хера солнце, это, видите ли, солнце. Солнце, прикиньте, S-O-L-N-C-E, вот это хуета желтая. Ну, вот эти буквы в таком порядке, ну что это за бред? Я понимаю, что существует этимология, да, какие-то слова там пришли из других языков, какие-то там образовались с помощью других слов, но по-любому же были слова, которые просто кто-то когда-то что-то ляпнул, и все такие, как скажешь? Ну, типа, ловили рыбу, поймали такие, что за рыба? Не знаю. Карась! Карась. Это она, это будет карась. Отлично подходит, я считаю. Может, солнце? Солнце вот это хуйня. Это будет карась. Какое же это солнце? Это карась. Что за сумасшедший дом тогда происходил? Допустим, если бы вы смотрели на какой-нибудь куст, да, и не знали, что эта штука называется куст. Кто-нибудь из вас подумал бы куст? Я бы и хер подумал, признаюсь, что это куст. Я подумал бы, что это типа Вряд ли я такой. Это, ребятки, куст. Ну, а кто-то же был такой, который... Это куст. А это что? Это кот. А это кит. Нихуя себе ты легко относишься, конечно, к этому всему. Молодец. Больше всего не понимаю. Рос овощ лук, да? Все такие лук. Потом появилось это оружие со стрелами, и все такие тоже лук. Придурки там были все, что ли, не понимаю. Тоже лук. Луж свободно, если что. Лум свободно. Луя свободно. Лую свободно. Лук свободно. Пожалуйста, занимай их. Добавь ТК, хоть слово поменяется. Лук 2, блядь, чем не слово. Вообще супер, я считаю. Через нижнее подчеркивание пишем двоечку. Вообще красота, сразу все понятно. А вы такие, не-не, оставим, наверное, 100% такое же слово, чтобы непонятно было, стрелять или салат ебашить. Вообще ничего не поменяем, давайте. Сериалы, кстати, в жизни тоже задолбало смотреть. Что-то они резко все в один момент классные стали. Я уже сдался с этими сериалами. Я единственное «Игру престолов» до конца досмотрел. Вы смотрели «Игру престолов»? А похлопайте, кто не смотрел. Вот это важнее. Это очень плохо, потому что сейчас 10 минут про «Игру престолов» будет. Да. Лучшая часть концерта, кстати, про «Игру престолов». Если кому интересно. Сейчас нас 80 человек кайфанет просто ебать как. Я вам отвечаю, что будет класс. На самом деле, все те, кто не смотрел, я очень сильно советую вам не смотреть уже. Не забейте на этот сериал. Уже все. Мне, честно говоря, не понравилось. Я 8 лет как придурок смотрел. Я не понимал, что происходит. Слишком много имен вообще, я такое ненавижу. Там, когда была первая серия, там говорили о людях, которые в сериале появляются, о людях, которые в сериале появятся чуть попозже, ну и о людях, которых не будет никогда за весь сериал. Я потом смотрел вторую, я думал, я с блокнотом должен был смотреть вашу «Игру престолов». Я родственников своих не помню, как зовут, если что. Там потом в каком-то сезоне была серия, где брат подходит к своей сестре и говорит, как зовут твой меч? Я поставил на паузу, такой, сейчас я для предметов блокнотик заведу дополнительный, чтобы, надо не пропустить такое. По большому счету, мне нравились только сцены с драконами, потому что, во-первых, они не разговаривали никогда, это вообще жирный плюс драконам. Во-вторых, у меня большие ожидания были на драконов, что они там будут как-то всех убивать, а по итогу этих драконов так тупо всех убили. Там в первого просто копье кинули, убили, второго копье тупо кинули, убили. Я все ждал, что третий дракон будет лететь и такой, бля, у меня рак. Сам сдохнет.
Эти мертвецы напрягали весь сериал вообще жутко. Прикиньте, кто не смотрел, там были мертвецы, которые весь сериал хотели убить всех живых. Я думал, а зачем вам это надо? Ну, убьете вы всех живых, что дальше? Будете стоять? Вы же мертвые все, у вас дела потом какие-то, я не понимаю. Ну, наконец-то бадминтон ебанем нормально, без этой вот всей придурки. Главный мертвец, этот король ночи, вообще дебил полнейший. Прикиньте, кто не смотрел, рассказываю. В этом последнем сезоне главный мертвец хотел убить инвалида, там одно. Че, такой сериал, я сам в ахуе, если что. Я ничего не придумываю. Хотел убить инвалида, но у него не получилось это сделать, потому что в самый последний момент его самого убили. Пизда там одна малая. Я как помню, рассказываю. Ну, и из-за этого все мертвецы умерли, прикиньте, из-за его смерти. Я думал, ну ты долбоеб, конечно. Зачем ты лез сам убивать этого инвалида? Подождал бы неделю где-нибудь, он бы сам сдох, этот инвалид. Я в «Игре престолов» ни одного пандуса не видел, если что. 0 пандусов. Да. Инвалид вас тоже напрягал? Вас не напрягал этот инвалид как персонаж? К нему там что-то... Да, всех напрягал, офигеть. А мы молчали. К нему там что-то подходили, говорили: «Привет, Бран». Он такой: «Я не Бран». «Ой, иди ты нахуй, пожалуйста». Пошел ты нахуй. Как ты заебал меня за весь сериал. «Я ворона». Да ты ёбнулся уже давно, блин. Что-то тащили его 8 лет на спине, хер пойми куда. Я так и не понял, что это за сюжетная линия вообще была. Что тащат, он с ума сошел, его королем сделали, конец сериала. Вот такой сериал. Пожалуйста, все вам рассказал. Удивительно, что в России тоже не всем концовка «Игры престолов» понравилась, учитывая, что вы тут «Кадетство» полностью посмотрели. Да. Орали: «Макар, я люблю тебя!» Да, и все так кайфовали с того, что главных героев убивают в этом сериале. Все такие: «Вау, нифига себе, какой сериал! Опять убили какого-то основного персонажа». Просто что в этом, собственно-то, было удивительного? Их же там 600, этих главных персонажей. Я понимаю, если бы в «Том и Джерри» ёбнули бы и Тома и Джерри. Вообще другой разговор. Просто ноги хозяйки по дому ходят. Дети в ахуе все это смотрят. Да. Что касается российской политики, я не сильно разбираюсь, к сожалению. Я пытался какое-то время следить, но меня так огорчил тот факт, что, как ни крути, я просто пустой вакуум, в который там мне что-то вкидывают, и я такой: «Да!» Ну, условно, я смотрю Навального, думаю: да нормальный тип, что-то борется с коррупцией, здорово. Потом смотрю Дудя, Дудь говорит: ну, к Навальному много вопросов. И я такой: действительно. Есть парочку вопросов. У меня лично к Навальному. Потом смотрю другое интервью, там говорят: то, чем занимается Навальный, нужно иметь смелость для этого. Я такой: согласен. Потом говорю с кем-то в жизни, мне говорят: ну ты же понимаешь, что Навального на это место просто поставили. Я такой: я это прекрасно понимаю. Хватит об очевидных вещах вести беседы. Собянин нормальный тип или нет, кто не знает? Помните, просто перед выборами в мэры Москвы нельзя было известным людям нигде заявлять, что Москва похорошела, иначе ты типа продался Кремлю. Просто что вот разобраться тогда вообще было им делать? Приходишь ты на интервью какое-то, у тебя спрашивают: Москва похорошела? Говоришь: да, продался. Говоришь: нет, неправда. И что говорить? Похорошела, но мне не нравится. Мне больше нравится ухудшение городов. Я бы уничтожил пару улиц и жил бы вообще, и в ус не дул в этой Москве. Собчак, Ксения. Нравится вам Ксения Собчак? Ну, это долбоебы. Так, это... Попались. Правильный ответ: не нравится. Если что, не буду томить вас долго. Что-то баллотируется, помните, в президенты, имитирует оппозицию для Путина, участвует в предвыборной гонке, а потом такая: ладно, похуй, видеоблог. Пойду, наверное, возьму операторов, съезжу к Серябкиной, спрошу: Темникова нормальная баба была или вытеснял ее как-то из группы «Серебро»?
Ты президентом позавчера хотела быть. Что началось вообще? Это то же самое, если Путин сейчас бросил бы президентство, создал бы свой канал и такой: «Моя реакция на трейлер к Ведьмаку». Завтра распакуем тут одну штучку, на стрим залетайте. Мне тут Пивчандровского подогнали какого-то. Да. Навального вообще обожаю смотреть, обожаю расследования. Меня так удивляет вообще, как легко сейчас находят доказательства всех этих коррупционных махинаций. Видели, Навальный уже на первой минуте выводит какую-то кадастровую выписку, где прям имена и фамилии всех этих чиновников. Я всегда думаю, вы же власть, чего вы так палитесь легко? Вы же в этих бумажках можете что угодно написать. Вы можете там написать «Чикарау, пау-пау», «Трапа-тапа-тау», «Навальный, пидорас». Все равно, кроме Навального, эти выписки никто не читает. Какая разница, что вы там напишете? Можете хуй просто на весь лист написать. Реально, один бедный Навальный эти палаты кадастровые работать заставляет. Они там дома всегда сидят, блядь, приходят запросы, они такие: да заебал ты, Навальный. Сколько комнат у этих чиновников, судя по этим расследованиям, в квартирах? Что-то 40-комнатная квартира. Это на какой случай? Если тебе придет вязать ОМОН, чтобы ты как Скуби-Ду мог из комнаты в комнату. Он в 26-й! В рыцарском шлеме стоит возле стены, как «Ну, погоди», притворяется статуей рыцаря. Да. Честно говоря, еще никогда не понимал, когда говорят, что Навального США спонсируют. Просто что там спонсировать? 600 рублей на интернет дать, блядь, чтобы... Да. Еще всегда офигевал, как часто у Навального из офиса ОМОНовцы все компы выносят. Пиздец, конечно, сисадмины Навального в охуях там. Только винду поставили. Скайп поставили. С Microsoft Word'ом пиратским ебались 2 дня. Все ссылки битые на торрентах, на раздачу, никого нет вообще. Нормально, конечно, так у московских ОМОНовцев сейчас компов. Я всегда думал, кто эти люди, которые в 2020-м компьютерные клубы открывают, а вот они, оказывается, кто? ОМОНовцы, блядь, попались. Да. Еще, что это за тема, когда недвижимость оформляют на детей в этих расследованиях? Ну, прикиньте, тебе 7 лет, на тебя вчера батя оформил 3 особняка, а сегодня ты сидишь в школе, и училка тебе говорит: рисуем треугольник. И ты такой: да мне уже, честно говоря, поебать. Да, абсолютно поебать на все эти фигуры. На следующем уроке такая: рисуем ваш дом. Он такой: заебешься ты ждать, милочка. Но больше всего я не понимаю, почему так много резонанса было именно у расследования про Медведева. Вот это «Он вам не Димон». Потому что лично я, когда смотрел, я думал, так Медведев же президентом был. Вы что, думали, президент России по итогу не напиздит на дом? Если бы я был президентом России, я бы все спиздил, честно говоря. Там Навальный поднимал бы квадрокоптер, и там пустая Россия полностью была бы. Да. Коль уж я вам рассказал про то, что мне не нравится в этой жизни, для справедливости надо вам рассказать, что мне нравится. Мне, честно говоря, по большому счету нравятся только 3 вещи. Первое – это поесть. У вас как, поесть на первом месте? Поесть? Поесть. Поесть классно, да? Второе место – поспать. У меня поспать больше, чем поесть. Спать, да, классно, да? Что-то спишь? Заебись, да? А если еще поесть перед этим вообще, да? Шикарно, шикарно. Понимаю вас. Ноздря в ноздрю пока идем. Кстати, знаете, что мне больше всего нравится в том, чтобы пойти поспать? Это то, что можно жить какой-то день, жить его, живешь какой-то день, живешь, и в один момент такой: нахуй этот день. Хочу следующий день. И побыстрее. Обожаю дни менять. Да, первое — спать, второе... первое — есть, второе — спать, и третье место, все вместе, это... Наблюдение ловите небольшое. Как только приезжаешь на Урал, в Сибирь, задаешь этот вопрос, там все такие: срать! Всегда срать.
Вообще всегда. Возвращаешься сюда, тут все такие секс. Что-то тут в Москве и Питере вообще не срут как будто особо вообще. Что-то вообще вы... К сожалению, секс — это 14 место. Но срать 4. Потому что 3 место, как вы могли забыть, это кого-то хуесосить. Ё-моё! Как вы такой бриллиант просмотрели? У всех же было, когда ты стоишь с другом, он медленно начинает кого-то из ваших общих знакомых хуесосить, и у тебя какой-то мед невероятный по душе проходит. Знаете, это ощущение, как поел, поспал, подрочил, посрал одновременно. Вообще класс. Да, с хвалением кого-то за спиной вообще не сравнится, честно вам скажу. Хвалить кого-то за спиной вообще нахуй никому не надо. Ни разу никому не хотелось там встать, сказать: да Андрюха вообще легенда. Но я заметил, кстати, одну очень важную вещь. Если ты стоишь, общаешься с каким-то мало знакомым тебе человеком, нельзя все-таки резко начать кого-то хуесосить. Всегда вначале нужно все-таки чуть-чуть пробить почву. Сами понимаете. Когда ты такой: слушай, а как тебе Андрей? Он такой: Андрей нормальный тип. И ты такой: ну да. Нормальный тип. Но непростой. Согласись? Он такой: ну да, непросто бывает. Это такое сложновато, я бы даже сказал, бывает. Да, моментами. Он такой: ну бывают моменты. Ну так пидорас он, или мы 4 дня сейчас будем стоять, ждать. Все пидорасы всегда, кроме тех, кто в этой комнате. Когда меня хуесосят, мне, честно говоря, не сильно нравится. Но я заметил, что меня хуесосят одни только долбоебы, прикиньте. Как-то так вышло. Спать — это вообще что-то невероятное, честно говоря. Я бы всю жизнь спал. Я бы спал и спал, пока не сдохну. Просто спал бы и спал. Просто какого-то хера организм сам просыпается в один момент. Видите ли, ебать, как срочно мыться ему надо. О, блядь. Меня так напрягает, что даже если у меня получится каким-то чудом поспать не 8 часов, а 10, то какого-то хера начинает болеть башка. Я всегда думаю: башка, ты тупая пизда у меня, что ли? Мы лежим на подушечке, все здорово. Мне кое не надо. Тебе кое-то надо, башка ты тупорылая. Без меня пойдешь ты кое-то? Меня так напрягает, что мозг такой тупой, и что он вообще сам по себе тупеет. Меня так это расстраивает. Я понял недавно, что я был на пике своих интеллектуальных возможностей в классе, по-моему, 11 перед поступлением. Сейчас я уже, по-моему, дегенерат полнейший. Потому что у меня недавно на часах было 13:15. Мне нужно было в уме посчитать, сколько времени было 26 минут назад, и я чуть с ума не сошел. Я что-то такое: 100 минус 15, 85. Откуда 85 взялось вообще? Это 85 чего? Часов? Или что это? Правописание, честно говоря, уже... Если бы не Т9, я бы уже не вытягивал бы точно. Я бы диктант на минус 800 написал, наверное, баллов. Мне недавно нужно было ручкой слово «профессор» написать. Я на всякий случай все буквы двойные сделал. Ну, чтобы не ударить в грязь лицом, так сказать. F, пускай 4, наверное, даже будет. Лишними не будет F. Из истории, по-моему, только 2 исторических даты в башке осталось. Война и днюха моя. Больше ничего не помню, честно говоря. Что радует, так это химия. Как было 0 знаний в башке. Да. Да, стабильно 0 знаний. Все помню. 100% усваиваемость материала произошла. В каком-то смысле я даже химик, честно говоря. Да, химия вообще 0. Единственная правда, как я все-таки пользуюсь химией. Если вижу, что какая-то еда вредная, могу сказать: это химия. Вообще, мне название науки вообще с головой хватает. Да, и мозг устроен как пидорас. Вот это, конечно, полный кошмар. Устройство мозга такое ублюдское. Вообще, по сути, только он не дает счастливо жить. Мне так бесит, что у меня может быть вообще самый лучший день во всей моей жизни. У меня там может в этот день родиться сын, в этот день у меня там достроится дом, и в этот день я там вылечусь от рака, а мозг такой: Вань, а помнишь ту тёлку, которая 7 лет назад сказала тебе, что с тобой вообще невозможно кончить?
Я такой, помню. А чё? И он такой, ничего. Просто напомнил, что-то вот решил напомнить тебе. А что такое, Вань, ты бежишь от этого, что ли? Не понимаю. Ты бежишь? Ты не беги, Вань, это было все. Это все с тобой было. Вот так вот все было. Вот еще раз посмотри, я специально картинки держу, не удаляю, чтобы ты в любой момент мог вспомнить. Мозг, пидорас. Каждый вечер, каждую ночь я не знаю, что выбрать, посмотреть перед сном из всего в мире. Прикиньте? Из всего в мире. Не могу выбрать, ложусь спать. А потом где-нибудь в гостинице врубаю телек, там идет какой-то русский сериал, и мозг такой, оставь. Оставь, оставь. Я примерно это и хотел вчера, чтобы была сразу 38-я серия на 43-й минуте. Вообще идеальные тайминги ты подобрал, Ваня, вообще молоток. Но что самое дерьмо в этой жизни, так это встречаться с девушками. Парни, вы согласны? Я считаю, что отношения с девушками дерьмо тупо хотя бы из одного факта. Что если ты хочешь пойти в кафе, купить и съесть одну пасту, тебе нужно купить 2 пасты. А съем ты, блядь, одну. Одну пасту из 2 моих паст. По всем документам. Это мои пасты. Я могу отсудить у тебя 2-ю пасту вообще, как нефиг. Адвоката найму и фреш твой заберем вообще. Все заберем. Нет, одну мою пасту ем я, 2-ю мою пасту ест какой-то другой человек. И типа все окей. Похлопайте, у кого общий бюджет, пожалуйста. У кого общий бюджет? Похлопайте, у кого раздельный бюджет. Примерно одинаково сегодня, интересно. Я не знаю, какой у меня с девушкой бюджет. Давайте я вам просто расскажу всю ситуацию, а вы уж сами решайте, что это за хуйня такая. Общий или раздельный. Ебаный, я бы назвал его скорее. Это самое подходящее, наверное, название из всех, что есть. Общий бюджет мне с ней не нужен, потому что мне ее 0 рублей нахуй не упали. Обойдусь. Нет смысла просто. Короче, ситуация такая. Мы вдвоем живем в квартире, которую я снимаю за 100 тысяч. Если кто не расслышал, мы вдвоем живем в квартире, которую я один снимаю за 100 тысяч, а она сдает свою квартиру. Сдает свою квартиру. Скинулась ли она хоть раз на квартиру, в которой мы оба живем? Говорит, нет, давай как идет, так идет. Давай тоже уже тут колесо не изобретать. Давай вот так. Мне плюс 50, у тебя минус 100 в месяц. Заебись, давай так и оставим. Так и сохраним, давай. Потом, каждый раз, когда мы идем в кафе, едим, пьем, приносят счет, всегда я плачу. Всегда нахуй. Вы понимаете, какое мощное слово «всегда»? Всегда. Всегда. Вы как будто, блядь, не понимаете, что значит «всегда». Я имею в виду всегда. Каждый ёбаный раз. Всегда. Всегда я плачу. Всегда. Всегда, блядь, прикиньте. Всегда. Потом, каждый раз, когда мы идем в магазин, набираем продуктов, надо оплачивать, всегда я оплачиваю. Ну, по старой знакомой схеме. Говорит, пиздатая схема, давай это тоже будем использовать. А то мы так запутаемся, Вань. Давай, чтобы не было никакой путаницы, ты всегда везде за все платишь. А то путаница какая-то будет. Потом, каждый раз, когда мы едем на такси, каждый раз деньги списываются с моей карты. Даже если она одна куда-то едет на такси, какого-то хуя все равно списывается с моей карты. Она едет к какой-то подруге, которая мне нахуй не надо, эта подруга. Я в рот ебал всех ее подруг. Причем я к этим подругам, кто-то мне объяснит, пиздуй пешком, блядь, к своей подруге.
Девушки, скажите, вам же наверняка должны иногда звонить из банка, говорить, а транзакции по вашей карте будут происходить когда-либо в этой жизни? Или мы можем блокировать карты, потому что ничего, кроме тампонов, не покупается за свои бабки никогда? Получается, если у девушки зарплата 50 тысяч, у нее к концу месяца 50 тысяч. Нихуя себе. Вот это, конечно, класс. Конечно, в пизду этот карьерный рост. И так все здорово, бабки рекой льются вообще. Получается, когда девушки устраиваются на работу, и начальник говорит, ну, в общем, зарплата будет высчитываться следующим образом, она такая, да похуй вообще, блядь. Братан, ты б так жил, как я, поверь ты мне. У меня траты в день 0 рублей. 0 рублей. Мне просто... Давай я тут просто шароебиться буду. Разреши просто шароебиться. Можешь мне какие-нибудь ракушки давать, какие-нибудь интересные фантики собираю, синенькие, зелененькие. Вообще, это идеально мне подойдет. Поверь ты мне, у меня все хорошо. Да, получается, когда девушки сидят в кафе чисто подругами, им приносят счет, они такие... Я думаю, это примерно так происходит. В лесбийских браках, что там творится у них, я не понимаю. Они там на 3-ю неделю с голоду умирают, правильно я понимаю? Откуда у них бабки вообще? Что-то рыбу сетями ебашут, что-то грибы, ягоды собирают. Тяжело лесбиянкой на Руси быть наверняка. Да? Сколько этих праздников, когда девушкам нужно что-то дарить? Ужас. Парни, знаете этот прекрасный этап года, когда начинается вот это Новый год, потом сразу 14 февраля, потом сразу 8 марта, еще днюхан где-то в марте какого-то хуя, еще вы начали встречаться в феврале, пососались в январе, это такое, ну все, минус 3 миллиарда долларов у меня. Я тебя поздравляю, я банкрот. Ужас. Причем секс в отношениях же надоедает. Где-то на раз 6 ты такой, спасибо большое. А жрать ей пасту бесплатно, кстати, вообще... Как нравилось, так и нравится. Говорит, ням-ням-ням. Очень вкусная паста. Ни разу ей башка перед карбонарой не болела вообще. 0 раз. Такая сразу, это что, карбонарочка? Причем девушки, когда это слышат, они такие, типа, Вань, ты не понимаешь просто. Ты просто не понимаешь. Мы — это поддержка. Мы поддержка в отношениях для парня. Просто дай я другу хотя бы 6 тысяч, он меня так поддержит, вы охуеете. Он скажет, Ванек, ебать, только вперед давай. Только вперед. Ты самый перспективный человек из всех, которых я знал в этом мире. В Америке девушки уже начали обижаться, если за них где-то хотят заплатить, прикиньте. Так что русские девчонки где-то годика 2 и пизда вашей бесплатной еде. Мода, к сожалению, оттуда идет, так что пока есть время, тащите в берлогу свои роллы Филадельфию блядские, свою пиццу 4 сыра обоссанную, свой салат Цезарь ебучий, консервируйте, ставьте в баночки, очень хуевые времена грядут. Спасибо большое, это все.